Привет, друзья! Это у меня PlayStation 2 Slim, версия 7004. В общем, она вообще никаких признаков жизни не дает. То есть, вот у нас подключен блок питания оригинальный. Блок питания я проверил, то есть у нас с этим сетевым проводом все хорошо. С самим блоком тоже все хорошо. 8,5 или 6 вольт он выдает. В общем, у нас все подключено. Вот, но не горит индикатор красный, то есть при включенном блоке у нас должен гореть обязательно. Сама приставка пользованная, пломба была снята, что с ней было неизвестно, значит она вот чипованная, но вот у нее вот такая вот штука, то есть неизвестно, что с приводом. Тут я уже все разобрал, будем все это дело разбирать. Что нам понадобится? Нам понадобится любой мультиметр или тестер. Ставим его в режим прозвонки вот сюда, вот, чтобы он у нас издавал вот такой вот звуковой сигнал. Первое, что надо проверить, это саму кнопку, шлейф вот этой кнопки. То есть, как правило, бывает такое, что если консоль когда-то была разобрана, бывает, что этот шлейф надорванный. То есть желательно прозвонить опять же мультиметром этот шлейф, вытащить ее кнопочку и все это дело прозвонить. Второй момент, это советую проверить, сейчас я вам так это переверну, советую проверить вот этот вот разъем, там где подключается блок питания, потому что опять же со временем, то есть если консолью пользовались очень часто, то есть включали, вытаскивали вот этот вот штекер от блока питания, соответственно вот здесь вот этот контакт, вот этот вот, он бывает трескается. У меня, кстати, в практике было такое очень часто. То есть вот этот контакт, он нарушается из-за трещины, и у вас может, то есть вы можете даже проверить это, подключив сюда штекер и немножко чуть-чуть его так вверх-вниз, вправо-влево. Если будет у вас индикатор загораться и тухнуть, то скорее всего проблема тут. Далее мы проверяем уже все, переходим к проверке именно предохранителей. Вот этой карте расположения предохранителей нам нужно будет проверить. То есть если у вас другая модель, то есть на сайте, я вам скину ссылочку в описании, там на этом сайте есть карты для всех моделей, в том числе и моделей FAT. То есть мы их все прозваниваем. Если какой-то не звонится предохранитель, значит он вышел из строя, и вы можете его поменять. То есть его можно отпаять, либо же сверху на него напаять проводок медной проволоки. Желательно по таблице. Сейчас покажу, как можно сделать предохранитель самому. Вот по этой табличке вы смотрите, какой ампераж. И то есть можете по маркировке найти это в интернете и подобрать уже, посмотреть по характеристикам, сколько ампер этот предохранитель, и соответственно по вот этой таблице или же по калькулятору вы можете сами сделать, ну или хотя бы просто подобрать приблизительное значение. Так, ну вот, друзья, смотрите, вот здесь у нас получается вот такие вот есть по шелкографии можно определить, вот PS17, например. То есть и вот так вот по очереди, тут прям даже вот видно, стрелочки указаны, где находятся все вот эти вот предохранители. Вот, ну таким образом прозваниваю полностью всю плату под таблицей. Сейчас смотрите, вот здесь вот этот у меня был, он не прозванивался вообще никак. То есть он и вышел из строя. 6,3 ампера, это SMD предохранитель. На Алиэкспрессе они есть, то есть, но они продаются там в пакетном заказе 10 штук. Стоят они где-то около $1,5–2. В принципе, недорогая вещь, можно приобрести, будет про запас. Чтобы не покупать, можно сделать по таблице. Это у меня катушка от старого советского счетчика электрического. Вот. Тут у меня сечение по таблице 0,2, где-то так мне нужно. Оно подходит. То есть я беру вот это просто сверху, вот здесь сейчас припаяю и проверим с вами, как оно будет работать. Так, ну все, я вот припаял, вот так оно выглядит. То есть эта проводка у меня
2 миллиметра. Вот, я замерил штангенциркулем, подключил я кнопку, подключил я к DVD проигрывателю. Смотрим. Вот, видите, загорелось. То есть в моем случае это был F001. Это фьюз, то есть предохранитель F001 на 6,3 ампера. Проблема была в нем. То есть еще я знаю, проблема бывает очень часто в фьюзе PS1. Он находится в разных местах, опять же, зависит от модели. Так, ну давайте сейчас запустим. Проверим, вообще запустится она или нет. Так, ну вот, как видим, загорелась. На экране появилась Matrix. То есть у нас это все дело работает. Так, сейчас выключу. Попробуем зайти в обычное меню. Так, то есть нам нужно будет выключить чип, нажать старт. Вот. Все, он у нас отключен. И нажать кнопку Reset. Все. Как-то так, ребят. Значит, смотрите, я вам сразу говорю, вот так вот запускать нежелательно, без радиатора. То есть вы можете чисто для того, чтобы проверить, ненадолго запустить. То есть если оно работает, все окей, то все. А так оставлять, конечно, долго играть, тем более ни в коем случае нельзя, потому что опять может что-то выйти из строя. То есть это лишнее будет опять трата времени. Все на этом. Надеюсь, все рассказал. Эта консоль у меня 7004 ревизия. Значит, у меня к ней будет еще дополнительный мод. Здесь будет распайка шлейфа под винчестер. Вот у меня шлейф такой, я его уже собрал. Кстати, я использовал от тройника. Такой у меня был нерабочий тройник. Я просто поздувал вот эти все микросхемы и кондеры. И очень, кстати, удобно потом будет его подключать к вот такому вот винту. Винт на 40 гигабайт, чисто для проверки. Если был полезен ролик, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи, до свидания.